Подписчикам привет! Сегодня «Тайная одержимость», 2019 год, авторы сценария Крейг Венман, Питер Салливан, режиссер Питер Салливан, в ролях Бренда Сонг, Майк Фогель, Деннис Хейсберт. Бюджет и сборы я не нашла, фильм создан на платформе Netflix. Я так поняла, что в прокате его не было, то ли из-за конкуренции, то ли еще по каким-то причинам. Netflix не удается попасть в широкий прокат, поэтому говорить о провале не приходится. Сюжет. Девушка Дженнифер, муж Рассел, детектив Фрэнк. Три главных действующих лица. Ночью в дождь Дженнифер убегает от кого-то, в результате попадает под машину. Ее доставляют в больницу. Пролежав в коме какое-то непродолжительное время, она приходит в себя, и доктор предупреждает мужа, что у нее потеря памяти. Мужа она не помнит. Но он, предоставив ей совместные фото, убеждает ее, что они действительно супруги. Вскоре ее выписывают, у нее травма ноги, она с трудом передвигается. Дом, куда привез ее муж, находится в горах на отшибе, по соседству никого нет, ее телефон куда-то исчез, в общем, она без связи. Муж ведет себя странно, он как будто не хочет, чтобы она общалась с внешним миром. Детектив Фрэнк заподозрил что-то неладное. У него при невыясненных обстоятельствах несколько лет назад пропала дочь. Поэтому он эту историю принял близко к сердцу и, в общем, начал расследование. В финале преступника разоблачили, Дженнифер жива и здорова, правда, она потеряла родителей. Я сейчас на YouTube смотрю всякую разную криминальную хронику, в том числе американскую, и поражаюсь, как много у них больных людей, потенциальных убийц. Справедливости ради надо сказать, что это не только американская проблема. Но меня поражает другое. В наших странах всегда входная дверь в квартиру или дом на земле – это металлическая мощная дверь. А в Америке это всегда хлипкая, деревянная, белая, симпатичная дверь, по обе стороны от которой остекленные окошки, чтобы при стуке выглянуть и узнать, кто пришел. И замки какие-то несерьезные. Кроме того, есть вход со двора, где стоит такая же хлипкая деревянная дверь. Так вот, возвращаясь к криминальной хронике, все преступники беспрепятственно заходят в ту или иную дверь на выбор. Я так поняла, что они чаще не запираются, а если запираются, то открыть их не составляет труда, и совершают преступления. Раньше я думала, надо же, какой низкий уровень преступности, что они ставят такие двери. Теперь я думаю, что это не совсем так. А если ты захочешь металлическую дверь и решетки на окнах, то, наверное, это не так просто осуществить. Наверное, нужно кучу согласований сделать с местной властью, соседями и так далее. Второй вопрос – это отсутствие занавесок, штор на окнах. Часто я вижу ролики, где наши люди попадают в Англию и говорят, да, поначалу удивляет отсутствие штор, но потом привыкаешь. Все тот же YouTube и криминальная хроника вещают о том, что многие маньяки выбирают своих жертв, наблюдая за ними через неприкрытые окна. Ладно, когда речь идет о втором этаже и выше, но первый всегда в зоне риска. Но тем не менее выводов никто не делает. Так и в нашем фильме. Герои собираются заняться любовью, посреди ночи к ним вламывается преступник, убивает настоящего мужа, а жена убежала. Ею оказалась наша Дженнифер. Кто-то скажет, у автора ролика больная фантазия. Жанр психологический триллер, а не руководство по основам безопасности жизни. На что я отвечу, в духе советского времени, что наша задача не наказание за преступление, а профилактика этих самых преступлений. Давайте представим, что у наших героев решетки на окнах, двойные металлические входные двери. Преступник вообще бы не пошел на дело или, оказавшись перед таким препятствием, дал вынужденно возможность потерпевшим позвонить в 911. И последнее, на чем хотелось бы остановиться, на мой женский взгляд, главная героиня не блистала красотой. Но в фильме прозвучало, что коллеги-мужчины считали ее сексапильной. Наверняка для любой девушки это звучит как комплимент. Но давайте не будем забывать, что нас окружают как здоровые люди, так и не очень. Поэтому прячьте свою сексапильность куда-нибудь поглубже. Вот такие идиотские выводы выстроились в моем воспаленном мозгу после просмотра данного психологического триллера. Не зря я говорю, умирать страшно, продолжать жить еще страшнее. На этой позитивной ноте, пожалуй, и закончим. Подписывайтесь на канал.